Расслабься, и все само придет к тебе. Сегодня разбираем еще один популярный совет из интернета, и он звучит примерно так. Перестань напрягаться, расслабься, отпусти контроль, и все само придет в твою жизнь. Да, и если честно, я понимаю, почему эта идея стала такой популярной. Потому что многие люди живут в хроническом напряжении. Они постоянно стараются, контролируют, думают, переживают, боятся ошибиться. И на фоне такой усталости мысль «можно перестать бояться, бороться, расслабиться» звучит почти как спасение. Но именно здесь начинается опасное упрощение. Потому что психика может услышать эту фразу совсем иначе, совсем не так, как предполагалось. Не как «перестань разрушать себя напряжением», а как «ничего не делай и просто жди». И тогда из жизни как будто исчезает очень важный момент, очень важные вещи. Действие, выбор, ответственность, развитие навыков, столкновение с ограничениями, способность выдержать отказ. И остается только идея, если я правильно расслаблюсь, жизнь сама принесет мне нужное. И вот здесь появляется интересный психологический механизм. Иногда за таким расслаблением скрывается вовсе не спокойствие, а такой процесс, как избегание. Потому что действовать страшно, потому что когда мы действуем, мы можем столкнуться с ошибками, с отказом, с критикой, с тем, что мы пока не настолько сильные в чем-то, не настолько готовы и как хотелось бы или как мы придумали себе. И тогда психике иногда проще не встречаться с реальностью, а встретиться с этой прекрасной фразой и начать избегать. И оставаться в такой красивой фантазии. Когда придет правильное состояние, тогда все случится само. Но психика развивается иначе. Она развивается в контакте с реальностью. Она развивается в контакте с действием. Через опыт, через ошибки, через ограничения, через столкновение с тем, что не все зависит только от нас. Есть еще один важный момент. Очень похожие идеи можно встретить в современной мотивационной культуре. Например, стань состоянием того, что хочешь получить. Перестань гнаться, и оно придет. Излучай нужную энергию, и все окей. И в этих идеях действительно есть рациональное зерно, потому что тревога и гиперконтроль действительно истощают человека, и когда нервная система постоянно напряжена, мы хуже замечаем возможности, хуже слышим себя, хуже принимаем верные решения или удачные решения для нас. Но проблема начинается тогда, когда внутреннее состояние начинает воспринимать как замену действия, потому что спокойствие не заменяет реальность, и расслабление не заменяет движение вперед. Что происходит с нервной системой в итоге? Сначала человек чувствует облегчение, появляется ощущение, наконец-то можно перестать бороться, снижается напряжение, появляется надежда, но надежду нужно конструировать. Но если расслабление превращается в ожидание, ожидание чуда, постепенно возникает другое состояние. Бессилие, пассивность, тревога, ощущение, что жизнь проходит мимо. Потому что внутри все еще есть желание изменений, а действий становится меньше. И здесь возникает парадокс. Чем дольше человек ждет, что жизнь сама все принесет, тем страшнее становится действовать самому. И какой вывод можно здесь сделать? Проблема не в расслаблении. Расслабление бывает очень полезным. Проблема начинается, когда расслабление становится заменой действию, заменой реальности. Как здесь будет звучать более зрелая опора? Зрелая опора будет звучать несколько иначе. Я могу быть спокойным, я могу не жить в постоянном контроле, но при этом я остаюсь в контакте с жизнью, с действием, с реальностью, с ее ограничениями, с ее неопределенностью, с
со своей способностью действовать. Потому что психика становится устойчивой не тогда, когда ждет идеального момента, а тогда, когда может двигаться вперед, даже в условиях неопределенности. И, как всегда, это не про делай так или не делай так. Это про то, что психика намного сложнее, чем очередная мотивационная цитата из интернета. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Пока.